Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Давайте поговорим о том, стоит ли искать себе пару после 60 лет или лучше оставаться одной. Послушайте рассказ одной женщины. Тяжело в наше время выживать пенсионеру. Проработав больше 30 лет на заводе, я заработала лишь на хлеб, о масле и думать не приходится. Только получила свои деньги, тут же отдать надо за коммунальные услуги, оплатить долги. На проживание остается мелочь, и той хватает на недели 3, не больше. Так случилось, что обо мне некому позаботиться, детей нет, а ненаглядный муж бросил много лет назад. Одна лишь сестра осталась. У нас разница 2 года. Мы обе на пенсии, получаем одинаково. Вот только разница в том, что у нее есть муж и дети. Вместе легче как-то выживать. Когда прихожу к ним в гости, завидую по-тихому, ведь все у них так ладно и на столе, и к столу. Хоть и ссорятся, все равно вместе за руки на прогулке держатся. Сестра жалеет меня и приносит иногда продукты, но ведь так не может продолжаться все время. Одна из моих соседок, молодая женщина, иногда просит посидеть с их 5-летней дочерью. Денег я за это не беру, но от вкусностей никогда не отказываюсь, да и самой веселее. Прям молодой себя в такие моменты чувствую. Столько радости мне приносит эта маленькая девчушка. Однажды за чаем пожаловалась соседке на свою нелепую судьбу. И она мне посоветовала найти себе мужчину, мол, вон сколько одиноких дедушек даже в нашем доме. Сначала я рассмеялась, эта идея мне показалась бредовой, но придя домой, я всерьез задумалась над этим. Ведь на самом деле, ну что здесь такого? Не зря же придумали выражение «вторая весна». Может, это как раз и про меня? Я уже, конечно, забыла, как это отношения заводить, но попробовать хотелось бы. Не только потому, что денег катастрофически не хватает, а из-за того, что и поговорить зачастую не с кем. Обсудить погоду, местные новости, подруг, да и просто вместе посмотреть любимый сериал. Больше я и не хочу. Поделилась я своим планом с подругой из подъезда. Так она так смеялась. По ее словам, я уже старая для таких глупостей. Да и где этого принца искать? В газету объявление подавать или что? А действительно, где теперь найти мужчину? В молодости проще было. Они сами знакомиться подходили. А теперь это вряд ли. Престарелых холостяков из нашего дома я не хочу брать во внимание, чтобы остальные соседи не высмеивали нас. Тогда где ж его взять-то? Вот сегодня действительно купила газету со знакомствами. Даже для этого мне пришлось переступить через свою гордость. Я еле выговорила продавщице в киоске, чего хочу. Оказалось, там таких, как я, и даже намного старше, очень много. Видимо, не только мне в пенсионном возрасте захотелось любви и внимания. Выбрала несколько объявлений мужчин. Вот сижу и думаю, писать или нет. Не будут они смеяться надо мной? Как-то стыдно. А вот другая женщина считает, что с мужчинами после 60 лет нежелательно заводить отношения. После развода с мужем ко мне в голову пришла одна мысль. Зачем я вообще была рядом с тем человеком, который полностью меня не устраивал? Пыталась найти ответ на этот вопрос. Возможно, среди подруг, у которых есть мужья, будучи одинокой, я бы выглядела как белая ворона. Нежелание как-то выделяться и быть как все, скорее всего, и держало меня рядом с тем человеком. Однако сейчас я поняла, что все это было ошибкой. Считаю, что с мужчинами после 60 просто нежелательно заводить отношения. Слишком много минусов, с которыми сложно ужиться. А вот жить одной, напротив, лишь в удовольствие. Сейчас объясню свою позицию. Ну, во-первых, мужчины в возрасте начинают показывать свой характер. Они вечно недовольны то одним, то другим. Таким сложно угодить даже в готовке. Мой всегда жаловался на соседей, потом на меня саму, да даже на новости по телевизору.
Такой пессимистический настрой и постоянное недовольство просто не дают нормально жить. Я, наверное, как и многие, ценю покой на душе и не выношу, когда кто-то постоянно ноет и ноет. А вот если жить одной, можно забыть про такого вечного соседа. Дома будет ждать не постоянное ворчание, а тишина. Делай, что хочешь, наслаждайся жизнью. Говорю это, уже опробовав самостоятельную и независимую жизнь. Одиноко ли мне? Совсем нет. Я будто избавилась от тяжелого груза. На душе так спокойно, что даже замужние подруги завидуют по-белому. Во-вторых, мужчина, который уже перешел порог в 60 лет, совершенно не мотивирует свою женщину. Дает ли он ей счастье? Думаю, некоторые, конечно, да. Но за годы брака любовь сходит на нет, остается лишь привязанность. А многим хочется погулять, хочется опробовать давно забытые чувства и испытать новые эмоции. Постоянный партнер в возрасте не даст сделать такое. Это как-никак ответственность и оковы. Жить одной гораздо проще. Мы уже давно полностью готовы к одинокой жизни. Разве женщинам не привыкать к тому, что их партнер приходит поздно домой? Или им не привыкать к тому, что он вообще не обращает на них внимания? Конечно, из-за этого и приходит желание пожить одной и в свое удовольствие. Я даже готовлю то, что хочу сама, а не что хочет он. Этот вкус свободы и независимости не может быть передан никак, кроме как своего личного опыта. После 60 мужчины полностью меняются. Считаю, заводить с ними отношения просто не нужно. Наконец, возраст дает возможность пожить для себя. Это намного проще и комфортнее. Напишите в комментариях, о какой позиции придерживаетесь вы. Если вам за 60 и по каким-либо причинам вы оказались без пары, но страстно желаете тепла и любви, начинаете размышлять, как вы познакомиться для серьезных отношений. Но в голове тут же возникает длинный список «но». Можно ли кого-то привлечь в моем возрасте? Где знакомиться тем, кому за 60? В зрелости мы понимаем, что никакой принц не спасет, и снижаем планку. Не за тем, чтобы хоть 6 стеклов получить, а потому, что мудрость– это бонус возраста. Понимаем, набив шишки, что есть базовая комплектация, которая необходима в первую очередь. Остальное не обязательный тюнинг. Пусть будет человеком хорошим, пусть заботится, а остальное не так уж и важно. Или что-то еще. Но главное, ключевое, чтобы крепче фундамента было. В юности мы стараемся соответствовать идеалу, но в зрелом возрасте это не нужно. Человек ценит то, что любит и знает, что терпеть не может, понимает свои сильные и слабые стороны. Его личность сформирована, и вряд ли базовые черты характера изменятся. В зрелом возрасте человек уже сформировался, вряд ли он изменит свои привычки. Если вам встретился ворчун, то таким он, скорее всего, и будет. Если встретился зожник, то придется привыкать к подъему в 6 утра, зарядке и контрастному душу. В юности нет серьезного опыта, легче довериться, а в зрелом возрасте сердце уже в шрамах, разбито, а затем собранное по кусочкам. Уже 10 раз подумаешь, прежде чем сближаться с другими. Ты не просто заводишь собачку, ты знаешь, что под кожей этой собачки скрывается целая сложная система. У собачки есть и сердце, и почки, и легкие. И это все может заболеть, это все нужно лечить. С опытом теряется легкость и приходит тяжесть ответственности. С возрастом нам сложнее подстраиваться под другого человека. Зрелые мужчины часто имеют детей от прошлого брака, а вместе с ними и всю родню, бывших жен, братьев, сестер. А как мой сын воспримет нового ухажера? А как бывшая жена отреагирует на новую подругу? В молодости нас мало волнуют сплетни и досужие разговоры.
Но сейчас багаж из прошлого усложняет новые отношения. Уже не хочется с кем-то знакомиться, кого-то узнавать, тратить время, силы. Разочарования вышибают почву из-под ног. Лучше с друзьями встретиться, они-то точно поймут. К тому же с возрастом мы не становимся мягче и гибче. Нам все сложнее подстраиваться под другого человека, пододвигаться и давать пространство другому. Советы или пожелания партнера часто начинают приобретать вид претензий и воспринимаются как посягательство на свободу. В молодых страсти кипят, чувства летят, молодые делятся секретами и волнениями. В зрелом возрасте партнеры любят делать вид осознанных и самодостаточных, считая, что задавать лишние вопросы и делиться сомнениями глупо и стыдно. Они часто замалчивают и додумывают. Если ставите цель найти партнера, подумайте, какие качества вам важны и на какие недочеты готовы закрыть глаза. Как и чем вы можете заинтересовать потенциального избранника? Вы умеете слушать или вкусно готовить? Обладаете чувством юмора, способны развеять любую грусть? Вашей главной ценностью может быть всего одно качество, но вы должны о нем знать и использовать. Поделитесь своим мнением, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить самое интересное. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!